Большинство моих знакомых геймеров обожают строить убежище в играх и только жалуются на отсутствие достаточного количества свободного времени. На игру нужно тратить часы, чтобы вырастить что-то съедобное, посадить дерево и построить шалаш. Это уже третья часть, где можно создать себе базу, и список очень разнообразный, что-нибудь для себя найдешь. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Stranded: Alien Dawn. Здесь твоя задача привести небольшую группу людей к хэппи-энду. Они оказались на далекой планете и теперь должны как-то выжить среди капризов погоды и существ, которым соседство людей не по душе. Начинается все с простого лагеря, но дальше ты постепенно превращаешь его в укрепленную базу, где у каждого человека есть шанс пережить еще один день. Тебе предстоит добывать ресурсы, охотиться, выращивать растения, разбирать космический мусор на полезные материалы и исследовать технологии. Вообще в игре можно развивать базу от простого убежища до высокотехнологичного аванпоста с оборонительным периметром, автоматическими устройствами и защитными турелями. Также нужно следить, чтобы у выживших было тепло, свет, лекарства, оружие, следить за голодом, болезнями, здоровьем и настроением людей. Плюс к реиграбельности. Каждое прохождение может отличаться от прошлого за счет переменчивости погоды, случайных событий, каких персонажей выберешь, так как у каждого есть свои черты, навыки и предыстории. Например, некоторые колонисты чаще впадают в стресс после смерти животных, а другие быстрее адаптируются к экстремальным условиям. Вдобавок, каждый персонаж имеет скрытые паттерны поведения. Интересный факт. Большая часть экосистемы планеты создавалась вокруг идеи взаимосвязи существ. Одни опыляют растения, другие охотятся на них, третьи влияют на миграцию животных. На ранних этапах разработки из-за особенностей движка возникали ситуации, когда персонажи буквально не видели угрозы за небольшими возвышенностями, хотя сам игрок их видел. Soul Mask. Ты чудом спасаешься с ритуала жертвоприношения и находишь древнюю маску, в которой сокрыта огромная сила. С этого момента начинается выживание в огромном мире древних цивилизаций, где нужно не просто выжить, а постепенно собрать последователей и построить свое племя. Играется это как масштабная песочница. Ты исследуешь туманный лес и зыбучие пески, приспосабливаешься к окружению, добываешь ресурсы, развиваешь ремесла и строишь базу. Со временем поселение может вырасти от простых хижин до крепости, а соплеменников даже можно отправлять на работу, выстраивая автоматизированные производственные цепочки. Ты можешь нанимать варваров с уникальными талантами, вселяться в них с помощью маски и превращать любого своего аватара. А в боевой системе имеются разные стили, 9 классов оружия, 88 оружейных навыков и способностей масок, которые могут заметно изменять ход сражения. В Soul Mask больше 800 уникальных талантов, умений и предпочтений у соплеменников. Поэтому разработчики подчеркивают, что в этом мире двух одинаковых не найдешь. Играть можно одному, в кооперативе или по локальной сети, как на частных, так и на официальных серверах. Интересный факт. Первоначально NPC выполняли простые команды, но игроки просили больше автономности. В результате появилась система автоматических профессий, расписаний и распределения обязанностей. Разработчики признавались, что сильно недооценили масштаб проекта. Многие механики, связанные с автоматизацией, логистикой и строительством больших поселений, создавались заново уже после запуска раннего доступа. Grounded 2. Тебе снова предстоит стать размером с муравья, но на этот раз мир вокруг стал еще больше и опаснее. Обычный парк превращается в огромную неизведанную территорию, и ты можешь исследовать его в одиночку или вместе с друзьями по сети. Это выживалка, где нужно создавать оружие и броню, строить базу и лутаться на огромной локации парка. В приключениях тебе помогают особые насекомые-компаньоны. Их можно выращивать, использовать в бою, ездить на них верхом и привлекать к сбору ресурсов. По мере прохождения открываются новые возможности благодаря системе классов, позволяющей подобрать экипировку и способности под предпочитаемый стиль игры. Исследование постоянно подбрасывает новые испытания. От встреч с опасными существами до поиска редких материалов для улучшения экипировки. А если захочется чего-то необычного, можно попробовать пользовательские испытания, созданные сообществом в режиме Playgrounds. В раннем доступе Grounded 2 уже доступен первый акт сюжетной кампании, большая часть парка, 3 вида компаньонов и полноценный кооперативный режим. Разработчики планируют развивать игру вместе с сообществом и постепенно расширять контент до полноценной версии 1.0. Интересный факт. Именно постоянные запросы сообщества добавить возможность езды верхом на насекомых стали одной из причин создания полноценного сиквела. Еще одной из самых сложных задач оказался баланс между пешим исследованием и передвижением на жуках. Если сделать маунтов слишком сильными, игроки перестанут взаимодействовать с миром. Если слишком слабыми, пропадет смысл новой механики. RuneScape: Dragon Wilds.
Отправляйся на забытый континент Эшенфолл, где пробудились драконы. Здесь предстоит исследовать огромный фэнтезийный мир, выполнять задания, развивать навыки и постепенно раскрывать древние тайны, которые могут привести тебя к встрече с королевой драконов. Основа игры — это выживание, но привычный сбор ресурсов и строительство здесь также очень важны. Ты добываешь материалы, создаешь снаряжение, изучаешь навыки и используешь магические способности для исследования мира. Магия же не только помогает в бою. Заклинания помогают строить базы, добывать ресурсы и даже автоматизировать часть рутинных процессов. Например, позволяет мгновенно рубить деревья. По мере развития открываются новые способности, заклинания и возможности для прокачки персонажа. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. Во время путешествий тебе встретятся знакомые существа из вселенной RuneScape, новые противники, подземелья и драконы соответственно. Мир постоянно подталкивает тебя к исследованию, а в каждой новой области можно много чего найти интересного. Здесь есть простор для приключений, развитие персонажа через навыки и магию, а также масштабная цель – подготовиться к столкновению с самыми опасными существами континента и раскрыть тайны Эшенфолла. И интересный факт. Разработчики активно создают игру вместе с сообществом. Уже во время раннего доступа в игру добавлялись новые боевые механики, задания и другие функции на основе отзывов игроков. А дальнейшее развитие проекта также планируется с учетом мнения сообщества. Вместо постоянных мелких патчей команда предпочла строить игру крупными сюжетными главами с новыми регионами, навыками и драконами. Sons of the Forest. Ты играешь за оперативника Павкорп, который получает задание отправиться на удаленный остров в поисках пропавшего миллиардера. Но вместо обычной спасательной операции оказывается в настоящем аду. Остров населяют аборигены и мутировавшие существа, которые хотят сожрать все, что бегает, включая тебя. Здесь никто не ведет тебя за ручку и не раздает поручения. Ты сам решаешь, куда идти, что исследовать и где построить относительно безопасное убежище. Мне лично удалось соорудить таковое на маленьком острове возле водопада, закидывая в воду бревна, которые из-за бага туда допрыгивали. Было не страшно до зимы, пока озеро не замерзло. Пардон, отвлеклась. Создавать инструменты, все кроме лопаты, и оружие. Строить убежище и укрепления. Тут механики проработаны очень приземленно и подробно. Можно ломать палки для костра, вырубать окна в стенах или постепенно возводить целую базу. Одновременно приходится защищаться от врагов и исследовать остров ради продвижения по сюжету. Когда я проходила, даже миллиардера с женой еще не было. Также мир постоянно меняется вместе со сменой времен года. Летом проще добывать еду и ресурсы, а зимой приходится заранее готовиться к нехватке припасов. Играть можно как и в одиночку, так и в кооперативе с друзьями, вместе строя оборону и исследуя весь остров. И интересный факт. В отличие от многих сюжетных игр, Sons of the Forest практически не ограничивает игрока в выборе действий. Есть компаньоны Кельвин и Вирджиния. Они самостоятельно реагируют на угрозы, запоминают события и постепенно меняют свое поведение в зависимости от действий игрока. Кельвин бесстыдно покажет пальцем, а мадама пальнет из дробовика, если подружишься. И от этого зависит скрытый финал истории. Вот такая подборка игр со строительством базы у меня получилась в этот раз благодаря Александру. Как и про игры. Мы разные, но все-таки мы вместе. Захотелось поиграть, значит моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.